Друзья, мы начинаем токсичный диалог на Вестнике Кавказа. Меня зовут Александр Каргин, и сегодня у меня в гостях Василий Тополев, ватаадмин. Человек, который в свое время сделал такой прорыв в системе дебатов, проведя их с господином Семиным. По-моему, больше миллиона просмотров тогда я все это собрало. Я сегодня пришел, кстати, специально в той же самой футболке. Вот оно. Скажи, вообще вот культура дебатов в блогерском сообществе, она с тех пор как-то умерла или все-таки что-то еще остается? Да нет, скорее просто они были тогда такой новинкой, а сейчас просто всем это сильно очень надоело, потому что все успели подебатировать со всеми по всем темам, какие только могут быть. Ну, мы с тобой вот сейчас говорили буквально перед началом про Лебедева у Дудя. Да, значит, много миллионов просмотров, ну а что обсуждали, если так пытаться вспомнить, в общем, сложно вспомнить, о чем они вообще говорили на протяжении 2 часов. То есть уже все успели со всеми поразговаривать, а вообще дебаты, ну это естественная часть какой-то культуры, там, не знаю, в британских, скажем, вузах, это чуть ли не часть образования вообще обязательного, то есть уметь дебатировать, уметь вести спор. Вот. Просто дело в том, что у нас этого не было, ну понятно почему, да, потому что было советское время, потом, в общем, тоже недавно смотрел, знаешь что, дебаты Новодворской и Сажи Умалатовой в 96-м году. Знаешь, это вот какая примерно, древность. Это 40 минут такого, знаешь, дистиллированного кринжа просто. Ну, то есть это смотреть можно чисто как такой какой-то постмодерн просто. Вот, ну, то есть то, что там происходит на телеке, и тогда происходило, и сейчас происходит, когда разные странные люди орут друг на друга, выкрикивают какие-то лозунги, это, конечно, к дебатам имеет очень отдаленное отношение. Ну, у людей есть естественная потребность послушать просто какой-то более-менее нормальный диалог, разговор и тому подобное. Поэтому смотрят и того же, его надо называть иноагентом, я не знаю, там, о ком речь? Дудя, надо упоминать, что иноагент. Ты упомянул, да, а он иноагент. Ну вот, да, упомяну. Вот, то есть, там, не знаю, еще кого-то, просто потому что хотят какого-то более-менее нормального диалога, типа того. Ты считаешь, что диалог с Дудем был нормальный? Потому что по мне это довольно... Ну, это слабо было, если честно. То есть, примерно любое интервью Дудя, но я даже не знаю, какое интервью Дудя меня вызвало бы хоть какой-то интерес, честно говоря, не помню даже такого, сейчас надо припомнить. Я не помню ни одного интервью Дудя, которое вот мне реально было интересно смотреть от начала до конца. Ну, может, это какие-то мои индивидуальные интересы, по-моему, это такое бесконечное переливание из пустого в порожнее. Вот, может, как и наш с тобой диалог в итоге получится, ну, кто его знает. Вот, но, в принципе, потребность людей слушать просто, как другие люди разговаривают, ну, она такая же естественная, как потребность людей смотреть, как другие люди играют в игры. Игра-стримы те же самые. Это просто нормально, людям иногда хочется послушать диалог, людям иногда хочется посмотреть, как другие, не знаю, играют в игры, танцуют и тому подобное. По-моему, совершенно естественная потребность человека. Ты экономист, это твоя основная специальность. Ну, специальность у меня получается блогер теперь. Ну, я имею в виду по образованию, да, по диплому я экономист. Скажи, какие экономические перспективы у мира ты видишь в ближайшие годы, и потом перейди на Россию, да, то есть как развивается экономика, чего вообще нам ждать? Ничего себе ты, конечно, про я решил перспективы сразу мира. Сразу не мелочиться. Я понял. Не могу тебе сказать ничего про перспективы мира. Единственное, что можно заметить, ну, такое довольно очевидное замечание, и история с Телеграмом, и история с бразильским Твиттером, это все в одну сторону. Мир фрагментируется. Понимаешь, в чем дело? Есть такое наивное представление о линейности истории. Ну вот, например, в частности, оно проявляется в том, что по мере развития истории мир становится все более глобализованным. Ну вот с каждым веком, там, не знаю, с Христофора Колумба, с, не знаю, финикийцев каких-нибудь, да. И вообще технологии усиливаются. Ну, технологии-то они реально усиливаются, потому что они просто накапливаются, да. Был откат в средние века. Ну да, ранние средние века, потому что там уже с X века начали все это обратно. Ну да, такое бывает, да, но это уже совсем какие-то древние времена. Все-таки я про чуть более близкие к нам последние 1,5 века.
В экономической истории есть такое понятие, как первая эпоха глобализации. Это с 1840-х годов, с отмены хлебных законов, так называемых в Англии, неважно, и до Первой мировой войны. С каждым годом, значит, международная торговля растет быстрее, чем глобальный ВВП, то есть доля международной торговли в глобальном ВВП все растет, растет, растет. Страны становятся все ближе и ближе, финансовые системы становятся все более унифицированными, там золотой стандарт шагает по миру и так далее. И потом откат. А Великая депрессия — это же вообще эпоха авторких экономик. Все закрываются друг от друга. В США принимаются, значит, там безумно высокие таможенные пошлины, там 50-60%. В Германии еще до прихода к власти нацистов тоже, значит, очень резкие, очень строгие ограничения на импорт. При нацистах там вообще, значит, контролировали чуть ли не каждую торговую сделку, пытались всеми силами ограничивать импорт. И в каждой стране, да, вот эта глобализация, которая шла до Первой мировой войны, она ко Второй мировой войне просто сводится куда-то на уровень 19 века, середины 19 века. Просто вот откат такой радикальный куда-то вот туда в эпоху, не знаю, там, весны народов и еще раньше. Потом снова после Второй мировой войны начинается эта глобализация. Она идет, идет и идет. Ну вот сейчас она зависла на такую вот, знаешь, как шарик, когда вот он на горку. Вот. И вот он туда или туда. Вот. И, значит, сейчас у нас вполне возможно, что мы вернемся к... Ну, наверное, конечно, к середине 19 века мы уже не вернемся, это вряд ли возможно. Но мир постепенно делится вот на такие неизолированные, но в большей степени изолированные, чем раньше, экономические регионы, макрорегионы. Ну, такое можно увидеть не только с экономикой. Есть, например, теория волн демократизации Хантингтона. Я не буду подробно рассказывать, в Википедии можно посмотреть. 3 волны демократизации по Хантингтону. Тоже демократия, она вот, демократические режимы, они распространяются не линейно, а вот так вот волнами. Вверх, вниз, вверх. Вот, и... Ну, например, да, возьмем финансовые системы. Еще 10 лет назад был SWIFT, Visa, MasterCard. Все, точка. Сейчас даже не Россию берем. Понятно, Россия под санкциями, все понятно. Но вот у нас есть система быстрых платежей. Да? Сколько, как ты думаешь, у нас вот транзакций через систему быстрых платежей вот за прошлый год было? В мире? Нет, через нашу систему быстрых платежей, которая вот у нас банковская. Ну, я даже не буду гадать, не знаю. 7 миллиардов. А я смотрел бразильскую систему, она PIX, кажется, называется. Да, PIX, сейчас открою. Если, опять же, я ничего не перепутал, если я все правильно посмотрел, у них 42 миллиарда. Индийская система июня, Индия, понятно, очень бедная страна, все понятно. Там большое население. Да, но вот в январе нынешнего года, 12 миллиардов. Угу. Кстати, да. Вот, значит, в России там есть свой аналог SWIFT, у Китая есть свой аналог SWIFT. В Китае я вообще не знаю, сколько там, у них есть главная соцсеть, как она правильно, Weibo произносится, не знаю, Weibo. Нет, как-то по-другому. Вот, у них вообще переводы в основном идут через социальную сеть. У них там просто такая мега соцсеть, в которой все, и документы, и билеты, и госуслуги, и все на свете. И продажа, то есть ты идешь по улице, хочешь купить пирожок, ты через соцсеть расплачиваешься. Сколько там миллиардов, значит, этих транзакций. Можно с соседями сразу в этой же соцсети посраться. Да. То есть, значит, сколько там миллиардов, десятков, сотен миллиардов, не знаю даже, переводов. Но, в общем, в каждой такой крупной стране, в каждой крупной экономике, да, появляется своя какая-то вот собственная система платежей. И аналог SWIFT, и аналог, значит, банковских карточек обычных, Visa, MasterCard, да. Не аналог, но нечто близкое к ним, какой-то частичный субститут. Да, то есть если ты посмотришь просто на финансовую систему глобальную, да, там, не знаю, юань, значит, расчеты, если еще там недавно, практически все расчеты были в долларах, по каким-то крупным сделкам в мире, сейчас потихонечку, конечно, его доля еще очень маленькая, но юань, значит, вытесняет в каких-то торговых операциях доллар. Пока это очень маленькая доля, вообще, но на твой взгляд, доллар сохранится как основная мировая валюта или нет? Смотри, доллар хоронили очень много раз. До тебя здесь был Михаил Леонидович Хазин, он говорил, что вот совсем скоро.
Да, он это Нет, говорит. не то, что не будет доллара, он будет как национальная валюта США, Да. а вот как мировая не будет. Сколько лет он это говорит? Мы с Григорием Баженовым недавно смотрели его выступление из какого-то начала десятых годов, где он дает прогнозы. По его прогнозам, в ближайшее время Израиль должен был вступить в таможенный союз. Вот. Окей, Израиль в таможенный союз не вступил, но ты сам говоришь, что фрагментация происходит. И вот Фрагментация юань происходит, да. вытесняет доллар. То есть, на самом деле это вполне возможно. Я, кстати, даже думаю все про эту статью одну написать. Есть замечательная книжка Барри Эйхенгрина. Кому это интересно, она есть на русском. Я сейчас даже тебе скажу, как она называется. По-моему, так и называется «Непомерная привилегия». Да, по-моему, она так и называется «Непомерная привилегия», сейчас уточню. Кому интересно, «Непомерная привилегия», что это такое? Это французский премьер-министр, если я правильно помню, где-то еще в 60-е годы 20 века сказал, что США за счет позиции доллара пользуются непомерной привилегией. Ну, так перевели на русский. Вот. И у Барри Эйхенгрина есть целая книжка. Де Голля, если не ошибаюсь. По-моему, это был не Де Голль, а его премьер-министр. Ну, окей. Ну, в общем, один из... Де Голль что-то такое говорит. Да, Де Голль, он очень сильно возмущался тем, что доллар пользуется, значит, такой... Ну, это просто сказал его премьер-министр, ну, премьер-министр, это понятное дело, губы Де Голля. Вот, значит, и есть книжка, кто действительно в этом заинтересован разобраться, можете эту книжку подробно почитать. Эйхенгрин — это один из самых известных авторитетных американских экономистов. Книжка, правда, не очень веселая, то есть если вы готовы действительно всерьез взяться за эту проблему. И вот Эйхенгрин, книжка, по-моему, довольно старая, лет 10-12 назад, он тоже говорит, что такое доминирование доллара, оно выглядит устойчивым и непоколебимым, но это лишь иллюзия. То есть на самом деле, да, действительно, переключение с одной валюты на другую может произойти очень быстро. Эйхенгрин приводит пример предыдущего переключения с фунта стерлингов на доллар США. То есть, да, когда-то американцы торговали в фунтах стерлингов. То есть вся международная торговля США в конце 19 века шла в британских фунтах. А американский доллар был сугубо местной региональной валютой, даже более региональной, чем нынешний юань. И переключение с фунта на американский доллар, вот Эйхенгрин говорит, что раньше когда-то считалось, что оно заняло там полвека, но на самом деле, ну, исследует этот вопрос, опять же, он профессиональный экономист, финансист, он в этих вопросах всю жизнь занимается. Оно произошло очень быстро в середине 20-х годов 20 века, буквально за пару-тройку лет. Перед депрессией. Перед депрессией, как раз когда США, просто чтобы ты понимал, какую позицию тогда США занимали в глобальной экономике, 85% автомобилей в мире производила США. 85% автомобилей в мире. А в США добывалось там что-то около 75% мировой добычи нефти, ну и так дальше. То есть, да, и это была гигантская экономика, огромная, а фунт, вот у Британии там во многом разрушенной Первой мировой, он пока еще сохранял доминирующую позицию. Но потом они очень быстро переключились. Но к середине 20-х годов Британия, опять-таки, это страна, находящаяся в тяжелой депрессии, не в тяжелой депрессии, депрессия как раз наступит позже, но страна, кое-как выковыривающая сама себя из Первой мировой войны. Да? А США это я уже привел два статистических показателя, по ним уже понятно все остальное. Там можно посмотреть, не знаю, алюминий, сталь, там, не знаю, количество небоскребов. Ты хочешь сказать, что сейчас не такая ситуация? Конечно, да, конечно. Сейчас Китай и США это две экономики примерно равные по валовому продукту. Не будем там в статистические, подробности впадать. Обе экономики довольно быстро растущие. При этом у Китая гигантская проблема, чудовищная демография. У нас, знаешь, до сих пор есть люди, которые всерьез опасаются, что Китай очень хочет захватить Приморье. Я на всех эфирах почти своих, где это хоть как-то казаться, я говорю, что в Китае идет депопуляция, там демография все очень плохо. Так вот, да, смотри. В Индии наоборот рост, и Индия уже первая. В Индии там, кстати говоря, тоже фертильность быстро падает. Она везде падает. Она везде падает, это правда. Значит, по-моему, в мире есть только две страны, где фертильность за последние 20 лет выросла. Это Узбекистан и Израиль. В Израиле за счет ортодоксов, в Узбекистане, честно говоря, не знаю за счет чего.
Не уверен. Я не уверен, что она все-таки, скажем так, в Израиле у еврейского населения она выросла, я не уверен, что она выросла. У арабского она снижается. У арабского снизилась. Да. Я думаю, все-таки это временный все равно эффект определенный, да, и правда связанный, возможно, с религиозными какими-то тенденциями и так далее. Ну да. Потому что есть общемировой вектор, он понятен. Ну вот если посмотреть на карту Китая, значит, по провинциям фертильность, в 3 провинциях Маньчжурии, которые, значит, соседствуют с нашим Приморьем, там фертильность 0,7. Если бы каждая из этих провинций была отдельным государством, это была бы самая низкая фертильность с огромным отрывом в мире. А дальше идет Южная Корея, у них 0,9, а там 0,7. То есть, ну, предположить, что при этом им очень нужно наше Приморье, потому что им негде селиться, ну, для этого нужно быть, конечно, не знаю, застрять мозгами где-нибудь во временах там, Мао Цзэдуна в 1970 году. У Китая гигантская проблема не в том, что им негде селиться, а в том, что у них людей просто-напросто нету. Да, и поэтому все разговоры о том, что Мне кажется, Китай... это можно на цитату. Проблема Китая в отсутствии людей. Ну... Что им не хватает людей. Китаю. Ну, это правда так, действительно. Вот, да, то есть у них более-менее нормальная фертильность только в национальных регионах, то есть где живут национальные меньшинства. Вот там, вот, да, там фертильность, она все равно меньше 2. Вот, а вообще в Восточной Азии выше естественного уровня воспроизводства только в Монголии 2,6. Ну, неважно. Вот, и поэтому все разговоры о том, что Китай сможет вытеснить США в будущем с позиции номер 1 в мировой экономике, они наталкиваются вот на эту проблему, на демографию. Китайскую. Да, с наукой в Китае все очень хорошо. Тоже недавно переводил большую статью The Economist. Китайская наука развивается бешеными, потрясающими темпами. То есть... Ну, всем было понятно, что она будет быстро развиваться, но никто не ожидал, что такими темпами. То есть сейчас ведущие китайские вузы, они, ну там, значит, Цинхуа и еще там 2 штучки, неважно, они сейчас находятся на уровне MIT, буквально. То есть такого все-таки еще лет 15 назад мало кто мог предположить. Наука, все хорошо. И инфраструктура, ну, не знаю, высокоскоростные железные дороги в Китае, там сколько роликов про них в, значит, интернете, там 8-е чудо света, великолепно, все эти маглевы и так дальше. Инфраструктура реально в Китае, там огромные деньги в нее вложены, все хорошо. Значит, проблема заключается в том, что Китай может, ну, во-первых, огромные проблемы с демографией, да, экономические чудеса не случаются в странах со старым населением. Нету ни одного примера экономического чуда, то есть быстрого роста экономики на протяжении долгого времени в старой стране. Просто таких примеров нету. Вот, это первое. А второе, да, ну, ловушка среднего дохода, то есть институциональная ловушка. Здесь понимаешь, в чем штука? Значит, есть разные наборы институтов. Если ты попытаешься установить вот такие же институты, как, я не знаю, в Швейцарии, попытаешься вот просто механически их перенести в, ну, я не знаю, в Перу, например, да, у тебя ничего не получится. Ну, это довольно очевидно, да, что если ты просто попытаешься принять такие же законы, как действуют в Швейцарии, там, в Перу или, не знаю, где еще, в Индии, в той же самой, получится просто, ну, цирк с конями. Ну, есть национальные особенности. Конечно, но не просто национальные особенности, а уровни развития. Да, то есть понятное дело, что швейцарские институты, они нужны вот для страны такой богатой, да, такой развитой, как Швейцария. Ну и национальные особенности тоже, и куча региональных особенностей и так дальше. Да? То есть невозможно просто взять и тупо перенести все законы из там, самой богатой страны в какую-нибудь бедную. Ну, это очевидно. Но проблема заключается в том, что одни институты, наборы институтов могут быть хороши для того, чтобы расти на ранних этапах, то есть когда экономика только проходит индустриализацию. И плохо работать, когда экономика уже становится богатой, когда подходит к фронтиру. Пример? Сейчас ты хочешь сказать, что те вещи, скажем так, тот инструментарий, который был задействован для роста китайской экономики в начале, сейчас это уже не подходит. Может не подходить, да. Но в любом случае китайская экономика замедляется. Это просто, ну, это признается сама Компартия. Смотри, давай, да. Сейчас, я вот пожалуйста, последнее. Да, про Китай ближе к нашим родным пенатам. Да, значит, пример здесь Япония, да, в которой был очень быстрый рост до 90-х годов, а когда Япония уже подошла к тому, что нужно не просто копировать, а создавать принципиально новые, то есть прорываться вперед через этот фронтир, да, в Японии 90-е нулевые годы оказались потерянными десятилетиями. Во многом потому, что те институты, которые были хороши для быстрого послевоенного роста, для этого роста после фронтира оказались не слишком хороши. Ну и опять же демография в Японии. И демография, да, конечно, конечно.
У тебя есть какая-то интересная, примечательная история про иранскую биржу, про работу иранской биржи. Да. Тут есть пересечение, Иран тоже под санкциями. Да, давай расскажу. Смотри, вот есть две страны, Бразилия и Иран. Подушевой ВВП у них примерно одинаковый, там, по 20 тысяч долларов, неважно. При этом Бразилия просто намного больше и по населению, и по всему остальному. А бразильская экономика в 2 с лишним раза больше иранской. А дальше мы смотрим, при этом крупнейшие, значит, бразильские компании экспортные, это, как он там, Вали называется, горнорудная, Петробрас нефтяная, они частные. Ну, Петробрас, по крайней мере, котируется на бирже их акций. А Иран, значит, экономика в 2 с лишним раза меньше. Значит, главная нефтяная компания 100% государственная, ничего на рынке не котируется. При этом фондовая биржа Ирана по капитализации в 2 с лишним раза больше бразильской. Удивительно. То есть экономика в 2 с лишним раза меньше. Нефтяная компания, главный источник поступления нефти, значит, 100% государственная, в отличие от Бразилии, а биржа вдвое больше. Ну, на самом деле, объяснение довольно простое. Если ты богатый бразилец, ты можешь вложить деньги куда угодно. Ты можешь купить дом в Майами, ты можешь купить акции Google, ты можешь купить, как он там называется сейчас, не Google, Alphabet, ты можешь открыть счет в швейцарском банке, ну и так дальше. В общем, особых ограничений нет. А если ты богатый иранец, то у тебя остается либо фондовая биржа тегеранская, либо недвижимость. Ну, недвижимостью сыт не будешь. Да, недвижимость быстро нельзя продать, но и кроме того, цены на недвижимость не могут расти до бесконечности. Вот. Цены на акции тоже формально не могут. Но да, на практике оказывается, что вот такие жесткие, причем они действуют с обеих сторон в случае с Ираном. То есть с внешней стороны санкции, а внутри страны, если ты какими-то правдами и неправдами выведешь много денег за границу, то к тебе придут бородатые дяди из там, корпуса стражи исламской революции и скажут: у тебя так все хорошо, ты даже деньги нашим врагам выводишь, надо поделиться. Вот, на дело нашей исламской революции, поэтому, пожалуйста. Вот, да, и в итоге огромные деньги идут вот на эту самую биржу, внутреннюю иранскую, значит, и может быть нечто подобное, в общем, ждет и нас. То есть, смотри, когда мы смотрим на то, что у нас недвижимость сильно дорожает, ну, последние 2 года недвижимость сильно подорожала в России. Значит, отчасти за счет льготной ипотеки, отчасти, значит, это, возможно, признак не столько здоровья экономики, сколько признак того, что просто некуда больше девать деньги. У тебя много денег, куда ты их можешь потратить, купить недвижку. Ну, точка. Да, вкладываться в акции пока, после всех тех пертурбаций 2022 года, какие у нас были, пока у нас побаиваются. Вот, так что, может быть, с этой точки зрения имеет смысл присмотреться к нашей фондовой бирже. Может быть, ее ждет такой же взлет, как и фондовую биржу Тегерана, просто от безысходности. Не потому, что у нас все будет очень хорошо в экономике, а потому что других альтернатив, в общем, не будет в ближайшее время. Я так понимаю, что ты больше в экономическом плане части перспектив пессимист. Раскрой вообще твой взгляд на экономические перспективы и будущее России. Что нас ждет? Смотри, у меня взгляд не пессимистичный и не оптимистичный. Что касается краткосрочного периода, да, ну вот опять же в том же... Краткосрочный это сколько? Лет 5 ближайшие. Вот. Ничего страшного, по-моему, случиться не может. Нет, конечно, может случиться глобальный кризис типа 2008 года, цены на нефть рухнут там в 2-3 раза. Вот, и мы, ну, естественно, нам будет от этого сильно плохо, потому что половина наших золотовалютных резервов, там, ну, 600 миллиардов, из них половина заморожена. Остается примерно 300, это много, наш ВВП там чуть больше 2 триллионов, то есть ЗВР на уровне 15% ВВП, это много, это хорошо, это нормальный показатель, даже несмотря на то, что половину арестовали. Вот, но тем не менее, даже эти 15% они обеспечивают надежную подушку. Вот, но если цены на нефть упадут там, в 2 или в 3 раза, подушка не подушка, просто доходов станет физически меньше. Вряд ли цены на нефть сильно на долгий период упадут в 2-3 раза, хотя прогнозировать цены на нефть это совершенно бессмысленное занятие. То есть иногда это как на картах Таро. Это просто как, да, это просто... Не в обиду никому сказано будет. Абсолютно, да, абсолютно. Да. То есть это прогнозировать, вот правда, сложно. с этими самыми с завязанными глазами кидать дартсы, да, в мишень. Вот, занятие, в общем, бессмысленное.
Но, тем не менее, да, предположить, что цены на нефть там рухнут до $20 и будут оставаться такими, там, скажем, 10 лет, ну, конечно, все бывает, ядерная война может случиться, вот, но это вероятность примерно такая же, как у ядерной войны. То есть, может ли она случиться? Ну, запросто, но не слишком возможно. Вот, но, опять же, там разговоры о том, что скоро все может рухнуть, ну, они просто, по-моему, бессмысленны на уровне даже здравого смысла. То есть, если все не рухнуло в 2022 году, если все не рухнуло в 2023 году, почему оно вдруг должно рухнуть, скажем, в 2025? Ну, это просто бессмыслица. Зачем об этом думать? Вот. ВВП у нас растет там на 3%, это не очень много, но с учетом того, что большое количество людей ушло на фронт, с учетом, опять же, этих самых санкций, 3% роста ВВП – это очень хороший показатель. Инфляция не представляет какой-то сейчас угрозы? Сейчас, смотри, да, смотри, значит, дефицит бюджета у нас 2% ВВП, это, ну, совсем немного. Ну, я не знаю, вот, опять же, я недавно про это сам писал, там английские журналисты пишут, что средств, значит, Фонда национального благосостояния при таком дефиците хватит на 5 лет, а потом придется затягивать пояса. Это пишут люди из страны, где дефицит бюджета составляет 7% ВВП, а госдолг составляет не 16% ВВП, как у нас, а больше 100% ВВП. Вот они говорят, ну то есть в их голове, значит, брать деньги в долг можно только в Лондоне. Других мест в мире, да, то есть в которых в принципе можно брать деньги, элементарно просто на внутреннем рынке выпустить эти самые облигации, да, значит, и продавать их просто населению. Они, в принципе, там, облигации федерального займа пользуются популярностью. Ну и понятно, что в мире есть огромное количество альтернативных источников капитала, помимо там, Лондона и Нью-Йорка. Вот, 16% ВВП госдолг – это очень мало. То есть это один из самых низких показателей в мире. То есть есть страны, у которых 0% госдолг, там Гонконга, по-моему, но это как бы это совсем исключение. В целом по странам G20, я тоже посмотрел статистику, в среднем, по-моему, 98% ВВП, это в среднем по 20 крупнейшим экономикам. Госдолг 98%, у нас 16%. Опять же, по-моему, среди G20 это вообще самый низкий показатель. Окей, то есть у нас все хорошо. Смотри, да, инфляция 9%. Значит, попытки там доказать, что она на самом деле 30-40. Я по этому поводу маленькую тоже историю расскажу. В Америке консерваторы, республиканцы, им надоело, что Байден, проклятый, их обманывает, рассказывает им неправильные цифры инфляции, дурит их про то, что инфляция снизилась до 2,6%, и они сделали свой собственный индикатор инфляции, открытый, там, показали, как они его высчитывают, в каких магазинах они считают цены. Все честно сделали, прям можно по каждой цене посмотреть, сходить в магазин и проверить. И, значит, сайт сделали такие, ну, настоящие республиканцы. У них получилось не 2,6, у них получилось 1,4. То есть все попытки каждый раз рассказывать, что там Росстат, значит... Я думаю, у нас тут нет сторонников теории заговора, то есть, окей. Ну, просто я на самом деле... Я понимаю, ты с такими людьми сталкиваешься. Немножко, я честно скажу, немножко знаю людей, которые буквально считают инфляцию в Росстате, ну, там просто работает мой старый друг, и меня спрашивают, ну вот скажи честно, вот иногда, вот хоть раз, говорит, ты знаешь, да, один раз... Мы, значит, на 0,02%, значит, сдвинули в сторону, потому что было заявление одного очень важного человека, вот, и, значит, он на 0,02 ошибся процента, и мы, значит, это самое в отчете на 0,02, вот все. Он говорит, больше, ну, как бы к нам никто не приходит и ничего не говорит. Окей, я не сомневаюсь в цифрах Росстата, вот та инфляция, которая есть сейчас, и, в принципе, наверное, рост ключевой ставки связан с ней. Да, вот конечно. Вот эта инфляция, она представляет какую-то угрозу или нет? Ну, знаешь, если бы она была в Америке 9%, это был бы ужас. Для нас, для русских, которые, у нас нулевые, по-моему, инфляция была там в районе 9%. Вот, я просто еще те времена, ну, как бы уже в сознательном возрасте находился, я помню это, ну, ничего страшного в этом, конечно, нету. Ну, в Турции инфляция реально большая, турецкая экономика продолжает расти, несмотря ни на что. Я слышу, я не знаю, я, конечно, инфляцию по каждой стране не знаю, но там 40-50%. Вот. Но турецкая экономика продолжает расти, Стамбул богатеет. То есть буквально, когда там приезжаешь в Стамбул с промежутками в 2 года... Там цены улетели в космос. Цены улетают в космос. Очень жалуются.
А цены улетают в космос, но доходы растут быстрее. В России 9% инфляция, а значит, доходы значит, за прошлый год выросли на 14%. И опять же, можно, наверняка появится человек, который скажет, что он рассказывает, значит, в радио, вот у меня доходы не выросли. Да, значит, ни один истинный шотландец не почувствовал увеличения доходов. Вот, значит, но просто если ты проедешься по провинции, я много езжу просто по русским городам, я люблю по России ездить. Огромное количество объявлений, требуются сотрудники на каждом втором магазине. Ну, не было такого раньше. Причем еще внизу и зарплату пишут, зарплату раньше не писали. Ну, правда, вот приезжаю в какой-нибудь маленький городок, там на магазине висит листок, требуется сотрудник, зарплата там от 40 от 50 тысяч рублей. Ну, слушай, ну 50 тысяч в маленьком городке, конечно, не очень хорошо, но жить все-таки можно, ну, откровенно говоря. Конечно, хотелось бы, чтобы побольше было, но, в общем, на 50 тысяч в маленьком городке, ну, не то чтобы жизнь совсем ужасная и беспросветная. Какие более, ну, про краткосрочные ты сказал, долгосрочные перспективы? А долгосрочными перспективами, то есть в краткосрочном все хорошо. То есть, ну, я не вижу ничего такого, что могло бы сделать... Что с долгосрочными? А с долгосрочными все очень просто. Опять же, вот экономические чудеса я сказал, да? Нету ни одного примера экономического чуда, основанного на импортозамещении. Пытались очень много в Латинской Америке, в Индии в той же самой, в Индонезии, ни разу. Все примеры экономических чудес – это рост экспорта. Импортозамещение только как временный этап. То есть смотри, в Южной Корее как это работало? Запретили импорт автомобилей, за это время создали мощную автомобилестроительную отрасль. И сейчас, чтобы увидеть корейский автомобиль, достаточно выйти на любую улицу и его, собственно говоря, увидеть. Да? Значит, столько вот как такой временный этап. Но всегда, в конечном счете, быстрый экономический рост основывается на быстром росте экспорта. Любую страну. Самый успешный, значит, пример вообще экономики в истории человечества – это Южная Корея. Там с 60 по 2020 год, вот за 60 лет, подушевой ВВП вырос, по-моему, я не помню, по-моему, раз в 30, что-то вот такое. Ну это фантастика, 60 лет это там, жизнь одного человека. Что, исходя из этого, ждет Россию через 20 лет? Вот с этим у нас все плохо. Ну, потому что, естественно, санкции... Ну, насколько, давай так, насколько? Нет, не очень плохо, нет, не очень плохо. Для нас, во-первых, открыт рынок Китая. Китай все больше и больше становится главным поставщиком технологий в мире. Это важно. Для нас открыты разные рынки: латиноамериканские, африканские, индийский рынок, там, индонезийский. Индонезия, например, кто у нас знает про Индонезию? Это огромная экономика, там больше 200 миллионов человек населения, да, и вообще. У нас только Бали знают, да, вот. А вообще это огромная, значит, богатая, ну, не богатая, но быстро богатеющая страна, да, с огромным рынком. То есть для нас, в принципе, открыто большое количество, значит, не слишком развитых рынков, в которые мы можем поставлять нашу там продукцию среднего качества. То есть понятно, что и для нас, да, открыт, опять же, вот и поставщик, и покупатель технологий такой важный, как Китай. Если бы этого не было, то есть если бы вот такие санкции такого масштаба были бы наложены, скажем, в 90-е годы, да, когда в мире, ну, единственным источником технологий был Запад в глобальном смысле. Ну, включая Японию, включая там все вместе Австралию какую-нибудь и так дальше. Вот. Сейчас, конечно, далеко не так все плохо. Но, естественно, эти санкции, они будут с годами, на протяжении многих лет, они будут оказывать влияние. То есть все-таки будут? Конечно. И эти технологии, то есть вот там отключение карточек какое-нибудь идиотское, да, вот ограничения на экспорт капитала, которые для России, вообще говоря, очень хорошая история. Ну, то есть запрещают вывозить деньги из России. Ну, вообще, понимаешь, даже не нужно быть никаким экономистом, достаточно, не знаю, обладать, ну, эрудицией шестиклассника, чтобы понять, что для России, для государства России ситуация, когда из России нельзя вывести деньги, она, ну, скорее, при огромном количестве нюансов, все-таки лучше, чем хуже, да. Там санкции, которые все пытаются Райфайзен уйти с российского рынка, я не понимаю, это просто какой-то вот... Про это фильм можно, про бюрократический идиотизм делать. Ну ладно, там на самом деле есть идеи, зачем это европейцам делать. Какие-то дурацкие, значит, основания для этого они придумывают.
В долгосрочном периоде, опять-таки, да, в краткосрочном у нас действительно очень хорошо сработал финансовый блок, экономический блок. Набиуллина, прежде всего. Не только Набиуллина, на самом деле, ну, у нас Набиуллину всегда вспоминают, у нас сейчас, я смотрел по недавним опросам, теперь за экономическую стабильность 27% населения считает, что ответственен Центробанк, а 26% считает, что правительство. Это, конечно, забавно, но... Все вместе. Да, но правительство все-таки важнее, чем Центробанк. И в правительстве, ну, реально там и Минфин, да и сам, не знаю, наш председатель правительства, ну, понятно, что это грамотный человек, ну, в общем... Довольно очевидно, что Мишустин, он умеет ловить мышей и так дальше. То есть они действительно хорошо работают. Вот. Но они не могут поменять, не знаю, законов мироздания. Да? То есть они смогли вот этот удар остановить, смикшировать, сводят бюджет там почти в ноль. Ну, дефицит 2% ВВП, это в условиях нынешних, это, ну, это ничто. Вот, все в этом отношении хорошо. В долгосрочном периоде, конечно, отключение, вот невозможность работать с западными технологиями, с западными компаниями, конечно, она будет негативно влиять. Это неизбежно. То есть и в любом случае, опять-таки, для устойчивого роста нужен экспорт сложной продукции. А экспорт сложной продукции, опять-таки, вот при нынешних санкциях, он возможен, он идет, ну, не знаю, там, наше оборудование, оно продолжает продаваться, я просто знаю, там, в Африку, например, да, там, значит, наше горнорудное оборудование вполне успешно покупают, продают и так дальше. Вот, но все равно это будет сложно, и, конечно же, это будет в долгосрочном периоде. Но, опять-таки... Экономика сохранится, я так понимаю. Да, конечно, она сохранится. Вот. Другое дело, что выйти на следующий уровень, ну, все опять-таки зависит от кооперации с Китаем, вот, потому что я повторяю, что Китай превращается во все более важного поставщика технологий в мире. Еще 15 лет назад его воспринимали просто как страну, которая умеет только копировать, сейчас это вообще не так. То есть, вот, ну, опять же, переводил тоже статью, да, и вот западные ученые, которые приезжают в Шэньчжэнь, Шэньчжэнь это такой центр китайской Кремниевой долины. Они видят вот комплексы там, значит, робототехнические, где работают биологи. И они просто поражаются. Ну вот там один, значит, известный американский биолог, он приехал, он говорит, 4-этажное здание, все заполнено роботами, и там работают биологи. Огромный, просто роботизированный вот такой комплекс, как из научно-фантастических фильмов. У меня знакомый работает в Шэньчжэне, он химик-ядерщик, химик. И он говорит, поехал на выходные, там, значит, на каникулы, поехал в Сингапур. Говорит, поразился, так грязно в Сингапуре, ну невероятно. В Шэньчжэне, говорит, я вот сколько там полгода ходил, я вообще грязи на улицах не видел. Там как в медицинской, в операционной. Считается таким идеалом, образцом. Да, вот он говорит, по сравнению с Шэньчжэнем, Сингапур, ну просто столько мусора. То есть он говорит, в Шэньчжэне просто как операционная, вот все вылизано. Смотри, завершая экономическую тему. Сейчас, давай да, тогда. Ну, давай, давай, про вот. Шэньчжэнь хочешь? То есть, да. Нет, про Шэньчжэнь-то ладно, Шэньчжэнь от нас далеко. То есть в краткосрочном периоде я каких-то особых проблем, опять же, случится глобальный кризис, это в любой момент может случиться, упадут цены, все может произойти. Но это маловероятно. Но это крайне маловероятно, пока никаких особых проблем, там сейчас начали уже пугать банковским кризисом, не знаю, я тоже не вижу каких-то... Я совершенно не специалист, но я каких-то очевидных признаков банковского кризиса совершенно не вижу. В краткосрочном периоде я бы не особо волновался. Опять же, зарплаты обгоняют инфляцию. Если хотите защититься от инфляции, ну, конечно, такие советы давать очень опасно, но какую-то часть денег, по-моему, вполне можно положить на сберегательный счет под там 18%. При такой ключевой ставке. Да, действительно, когда вам предлагает там какой-нибудь Сбербанк там под 16% с доступом реально через мобильный банк, в любой момент там можно снять. Ну, конечно, с потерей процентов, понятное дело, но если там вдруг экстренная ситуация. Поэтому я боюсь вообще какие-то советы личные давать, но, по-моему, каких-то особых рисков делать там большие вклады нету. Это в краткосрочном. В долгосрочном, в долгосрочном, кто его знает, что будет в долгосрочном. Может быть, мы через несколько лет там помиримся с Америкой и начнем дружить против Китая. А может быть, значит, еще теснее будем сотрудничать с Китаем, а в Америке случится какой-нибудь, значит, тяжелый кризис там, и, в общем, Америка потеряет свое технологическое лидерство. Давать долгосрочные прогнозы в экономике – дело очень и очень неблагодарное. В краткосрочном, мне кажется, все довольно прилично. В долгосрочном, да, конечно, в любом случае нужно что-то как-то придумывать,
как-то, значит, там через годы пытаться договариваться, потому что американцам и особенно европейцам эти санкции, конечно же, тоже невыгодны. Ну, не надо заниматься ерундой, санкции невыгодны России, санкции невыгодны Европе. Все, кто утверждают обратное, что Европа этих санкций не замечает, что она для Европы вообще там никакого значения России не имеет. И все, кто говорят, что для России эти санкции не имеют никакого значения, стали только лучше, ну, это все очень контрпродуктивно, и это все очень вредно, и так говорить не надо. Я думаю, я очень надеюсь, что в конце концов через годы договоримся, и тогда, когда вот эти долгосрочные эффекты реально начнут действовать, сейчас мы, естественно, сейчас нашей экономике не до того, чтобы реализовывать какие-то долгосрочные сложные технологические проекты, которые рассчитаны там на экспорт, нам годы вперед, нам бы сейчас там, не знаю, оружие произвести, да, как-то заместить импорт и так дальше. А когда эти эффекты начнут уже серьезно действовать, к тому времени мы уже как-то начнем договариваться с обеих сторон. Ну, я на это рассчитываю, надеюсь. Завершая экономическую тему, ты известен как такой активный критик марксизма и вообще всех левых экономических идей, да, там, социализма и так далее. И один из твоих основных аргументов это то, что социализм, он не работает, что буквально так, да, в большинстве стран мира, да, все это, ну, просто не сработало, не дало того эффекта, на который рассчитывали. Но это не сработало ни в одной стране мира, буквально. Вот контраргумент, который обычно приводит, и я бы хотел послушать твое мнение здесь, это известный скандинавский социализм и конкретно шведская модель. Ну, слушай, здесь на самом деле все настолько просто, насколько может быть просто. Откройте рейтинг простоты ведения бизнеса и посмотрите, на каких позициях находятся скандинавские страны. Ну, они будут выше, чем США. Ну, есть много разных рейтингов там. То есть ответ в том, что никакого социализма там нет? Ну, конечно, конечно нет, ну, естественно. Ну, слушайте, ну, вы можете приехать в Швецию и открыть компанию, это... Не, ну, можно почему, ну, социализм лайт. Там, если социализм... мы берем социализм в Швеции там, конца 80-х, начала 90-х. Социализм лайт там есть, поэтому Швеция беднее, чем Швейцария, например. Вот, то есть, ну, здесь тоже все довольно очевидно. Вот есть две страны, которые не пострадали от Второй мировой войны, да, Швеция и Швейцария. Они на ней заработали даже. Да, но разница только в том, что у Швеции, кроме того, есть еще гигантские поступления экспортные. Сейчас они намного меньше, в прошлом они были огромные, от экспорта железной руды. Шведская железная руда лучшая в мире, там просто концентрация железа в этой самой руде, она просто какая-то запредельная, там, в общем, очень все хорошо с этим. Вот, но тем не менее Швеция просто намного беднее, чем Швейцария. В Швеции больше социализма, Швеция просто беднее, чем Швейцария, все, точка. Ну тут все очень элементарно. Вот, просто две страны очень похожие друг на друга. Там, если посмотреть их экономическую историю, у них быстрое разбогачивание началось в конце 19 века. При этом еще, там, скажем, в 60-е годы, боюсь соврать, но, по-моему, еще в 60-е Швеция была богаче, чем Швейцария. Боюсь соврать, надо посмотреть, но можно даже это проверить, но, по-моему, было именно так. Сейчас Швеция беднее, чем Швейцария. В Швеции есть, да, вот социализм, ну такой не социализм, а много левого в экономике. В Швейцарии нету. Швеция, собственно говоря, беднее, чем Швейцария. Все, точка. Все довольно просто. Василий, у нас передача называется «Токсичный диалог». И поэтому под конец, у нас времени осталось немного, давай немного токсичного. Токсичное часто связано с какими-то непубличными моментами. Я хочу с тобой поговорить чуть-чуть о каких-то личных перипетиях. Я слышал историю, что ну, ты остаешься довольно популярен в сети, и что тебя преследовал человек, что да, какой-то... Это не так. Да, меня никто не... Ну, в смысле, преследовал, типа, названивал или что-то? Ну, я не знаю, ты расскажешь. Ну, расскажи, мне интересна эта история. Что был какой-то человек, ну, сталкер такой, да, который тебя как-то преследовал, да, как-то у него крыша поехала на почве твоей личности. И в итоге ты даже обращался к людям, чтобы как-то, ну, решить проблему, чтобы этот человек от тебя отстал. Честно. Насколько это правда, нет? Я тебе клянусь, вот, знаешь, меня даже, честно говоря, удивляет, что, ну, такого никогда не было. Хотя бы, не знаю, там... То есть ты бы хотел, чтобы такое было? Да нет, я бы не хотел, конечно, меня просто это удивляет. Я когда слушаю, там, значит, других, что за ними, там, не знаю, бегают, охотятся и так дальше, никогда... Ну,
Я не знаю, меня вот люди узнают на улице, максимум сфотографироваться. Я больше ничего никогда такого не было. Нет, никогда не было. Продолжая байки из склепа, шучу, да, байки из сети, да, что пишут в интернете. Давай про твои конфликты. Ну, конфликты у тебя были с разными людьми, например, Майкл Наки. Да нет, с Майклом Наки у меня... Иноагент, он, по-моему, у нас в списке террористов и экстремистов, я не Он, могу, в общем, могу да, ошибаться. Нет, ну и отдельно хочу от себя добавить, что он редкий долбанавт, это я так мягко выражаюсь, поскольку у нас нельзя ругаться. Понимаешь, в чем дело? С Наки... Нет, ну у меня никакого особого конфликта с Наки нету, вот, он просто очень тупой человек. Там была просто очень смешная история, ну, она просто как мем воспринимается. У меня есть другой псевдоним, там, Алексей Рыбников. И я под этим псевдонимом там писал статьи про российскую экономику, экономику Российской империи. Вот. Довольно много, ну, на самом деле вы можете даже там на Ютубе найти, есть небольшая лекция, в вышке как раз читал про экономику Российской империи. Вот, и Майкл Наки, вот, он однажды рассказывал, ну вот вы знаете, да, я слышал про такого, значит, там, админа, он там что-то рассказывал интересное про экономику Российской империи, мы все послушали, но вы знаете, потом оказалось, что он все это просто вот дословно украл у другого человека, Алексея Рыбникова. И он долго про это рассказывал, вот, и с тех пор я очень люблю Майкла Наки в больших-больших кавычках, знаешь, кавычки размером со страницу. Вот, но просто этот человек, ну, настолько анекдотически мерзкий, отвратительный и тупой при этом. Ну, опять же, вы можете почитать, что он там пишет сейчас про Дурова, что-то там про, значит, Макрон. Он русофоб. Да нет, ну это даже... Он и правда отвратительный, со всех точек зрения. Просто Наки это что-то настолько, то есть... меня не вызывает, меня на самом деле вот реально два человека, которые вызывают отвращение, ну вот реально, вот Стас Васильев, например, я его очень сильно не люблю, но никакого вот личного отвращения он меня там не вызывает. Ну он, не буду про него ладно говорить. Стас здесь был недавно. Ну вот да, хорошо, ну да, и в общем да, просто такой забавный скорее персонаж, не очень хороший как человек, но в любом случае. А есть два человека, которые действительно просто, ну какие-то блевотные позывы вызывают, это Наки и Милов. Милов, который называет себя экономистом. Тоже, по-моему, иноагент и тоже в списке. Я не знаю, в каком он списке, по-моему, Его действительно... надо список чудаков на букву М. Вот буквально, тоже. Вот знаешь, вот их двоих... Вот их потому двоих... что, да, это просто что-то запредельный какой-то по отвратности персонаж. То есть, вот я не знаю, ну, опять же, есть много там людей с... даже которые сильно не любят Россию, да, ну, как бы они у меня не вызывают никаких сильных эмоций. Вот эти два человека, они, конечно... Я делал разбор, кроме того, видео Милова про... Господи, я уже не помню про что, про 19 век. Ой, господи, это такой весь... Ладно. В общем, там, знаешь, вот буквально, вот что бы ни сказал человек, вот то тупость. И Наки это, в общем, примерно из той же серии. То есть, знаешь, там никакие украинские пропагандисты, никто другой. Ну, украинский пропагандист, как бы, какой смысл там агриться на волка, товарищ волк знает, кого кушает, да, то есть, ну он украинец, вот что ты ему скажешь, ну, украинец и украинец, да, там, ненавидит русских, война идет. Вот, а, значит, Наки и Милов, которые делают вид, что они там российские журналисты, да, что они на самом деле за Россию и так дальше, но при этом... Ну, правда, ну, не знаю, что здесь еще сказать, это чисто эмоционально, конечно, вот, просто они действительно вызывают очень сильные негативные чувства, очень сильное негативное восприятие. Но, кроме того, они просто смешные. Ну, то есть, очередная вот эта заставка, знаешь, видео Милова, «Россия развалится через 2 месяца», и вот такое улыбающееся жабье, вот это, «Россия развалится...» Это просто, это с одной стороны мерзко, а с другой стороны это просто очень смешно. Вот, но никакого личного конфликта нету, я не думаю, что они меня вообще когда-то упоминали там за последние 2 года, дай бог, чтобы и не будут упоминать. Вот. Я на самом деле очень сильно стараюсь писать про них как можно меньше, репостить про них как можно меньше, ну, потому что, ну сколько можно, невозможно же там каждый их пост репостить и подписывать, значит, опять этот замечательный человек что-то написал очень умное. Вот, я стараюсь максимально как-то от них изолироваться,
старается про них ничего не писать, но это, конечно, какая-то фантастика. И когда на них смотришь, и, в общем, начинаешь примерно понимать, как выглядели там большевики в начале 20 века. Потому что вот представляешь себе партию, которая состоит из Миловых и Наки, и что эта партия пришла к власти. И, в общем, становится очень печально за Россиюшку. Такие дела. Я по поводу Наки могу сказать, как еврей, что лично в моем восприятии Майкл Наки — это стопроцентный позор еврейского народа. Он просто такой позорище. Вот. И очень, очень жаль, что вот если вот есть евреи такие, как Эйнштейн, да, а вот есть такие, как Наки. То есть это не просто идиот, да, идиот, помноженный на 100. Ну и, конечно, про человеческие отвратительные качества ты верно сказал. Давай про каких-то иных персонажей. Да, я буду называть фамилию, а ты будешь говорить свое отношение к этому человеку. Ну давай. Да, если про кого-то не захочешь, просто пропустим. Хорошо. Окей, в свободном режиме. Ну, давай начнем с Лебедева. Лебедев, ну, не знаю, у меня Лебедев, то есть его взгляды мне не близки. Но в целом, по-моему, довольно интересный человек. То есть у меня никакого негатива к Лебедеву нету. Часто говорит глупости, очень часто говорит глупости. Ну, я тоже часто говорю глупости, кто не говорит глупости. Вот, по-моему, довольно интересный персонаж. Вот. У меня, в принципе, наверное, к большинству, кого ты скажешь, будет примерно такое же отношение. Я во многом не согласен, но никаких негативных эмоций не испытываю. Интересный персонаж. Ну, вот, давай попробуем еще, может, кого-то. Окей. Поздняков. Это было немножко неожиданно. Ну, я из разных сфер специально. Да нет, ну... Хотя это все очень такие. Поздняков сейчас очень набирает медийности. Ну, и надо сказать, что он... да, но я, честно говоря, не знаю ни одного человека, который относился бы к Позднякову как-то серьезно. Очень серьезно, несерьезно. Это канал растет, у него это факт. Канал растет, да, но тем не менее... И там живая аудитория. Живая, конечно. Нет, канал, безусловно, то есть у меня знакомые на него подписаны. Вот, но это несерьезный персонаж. Ну, то есть, по-моему, надо отличать способность человека просто развлекать окружающих и способность воздействовать как-то серьезно, глубоко на их умы. Ну, Поздняков — это вряд ли такой человек. Я хотел спросить про такой, он и блогер, он себя позиционирует как политик, но мне кажется, выступает все-таки больше как блогер. Роман Юнеман. Ну, скажем так, в такой условно правой российской тусовке он довольно известный персонаж, и ты, насколько я знаю, с ним дружишь. Да, мы с Романом друзья. Но при этом у вас бывали и расхождения, вот как сейчас. Да я бы не сказал, что какие-то сильные расхождения. Мы презентовали, это его проект в основном, премия такая «Учитель истории». Там будет конкурс. Ну, кстати, давай прорекламирую, хоть чуть маленькое. Давай без рекламы. Нет, но это не коммерческое. Нет, ты можешь сказать, что без каких-то хорошо. моментов. Да, мы в субботу как раз сделали, там презентация была такой премии «Учитель истории», там 1 000 000 рублей будет выплачен тому, кто победит в конкурсе, школьным учителям. Вот, какие-то расхождения, я не знаю, я не помню, чтобы мы с Ромой о чем-то спорили, вот, таком существенном. Вот, да, мы с Ромой давно знакомы и, в общем, в хороших отношениях. То, что он делает... Ты сам сейчас тоже на таких правонациональных позициях, вот так скажем. Ну, что значит правонациональных позициях? Ну, на правых позициях я был всегда. Про отношения... в принципе, да, условно такой умеренный правоконсерватизм, так назовем это, да? Ты, наверное, все-таки имеешь в виду отношение к войне. Мы про него говорить не будем. Ну, единственное, что могу сказать... Не, я не про отношение к СВО. Я про то, как ты позиционируешься вот внутри вот всей этой, условно, правой тусовки. Нет, ну, слушай, опять же, да, для того, чтобы... ты ее часть или ты не часть ее? Для того, чтобы поддерживать Юнимана, не обязательно быть частью какой-то тусовки и не обязательно быть согласным с Юниманом во всех вопросах вообще. То есть, в принципе, всегда, когда ты говоришь про любого политика, да, ты должен выбирать наименьшее зло, а не того, кто полностью соответствует твоим идеалам. Я смотрю, ты невысокого мнения о политиках. Ну, естественно, слушай, чтобы быть высокого мнения о политиках, по-моему, нужно ничего не знать о политике. Ну, мне кажется, это все-таки вот такое совсем упрощение для людей, вот знаешь, вот так вот, политиков ругать легко, там, да, все эти фразы, там, политик врет, когда открывает рот, ну, так про любого человека, на самом деле, можно сказать, не только про политика. И это, мне кажется, немного обесценивает саму концепцию. На фоне всех остальных Роман, мне кажется, абсолютно приличным человеком, которого нормально поддерживать. Ну, я не знаю, просто, опять же,
Знаешь, в Америке есть такая позиция, что я не буду голосовать там, не знаю, за Трампа, вообще за республиканского кандидата, потому что это не морально, а морально. Вот он расходится со мной там в такой-то позиции, или он там кого-то за что-то хватал рукой, да, и поэтому голосовать за Трампа, да, это аморально, например. А мне такая позиция совершенно никогда не была близка, то есть, ну, не знаю, может быть, это из моего представления о человеческой истории. Мне всегда кажется, что нужно выбирать не идеальный вариант, а, что называется, second best, да, значит, наименее наихудшее из всех возможных вариантов. Два оставшихся человека, Ксения Собчак. Угу. Ну, Ксению Собчак я ходил на интервью, вот, еще весной мы с Баженовым ходили к ней на интервью. Что про нее ты хочешь узнать? Твое отношение? Отношение к Ксении Собчак. Я не знаю, у меня, честно говоря, нет вот каких-то особо сильных эмоций, даже как к Лебедеву с 7 класса, я, значит, этого Лебедева в ЖЖ читал. Собчак, ну она просто из какого-то немножко другого мира, у меня к ней нету ни позитивных, ни негативных эмоций. Она просто, ну, немножечко из другой вселенной. Вот, не из вселенной вот какого-то телеграммного интернета, да, немножко просто из другого мира. Ну, как, не знаю, как вы относитесь там назови какого-нибудь известного футболиста? Ну, никак, я не смотрю футбол. Типа, у меня нет никаких эмоций по отношению к этому. Да, в общем, у большинства людей я тоже думаю. Заключительный человек, зампредседателя Государственной Думы, господин Дованков. Смотри, у меня здесь опять же вот все основывается на той идее, которую я сказал, да, что всегда нужно выбирать наименее из наихудших. Да, я просто знаю многих приятелей, там, знакомых, которые говорят, что ни в коем случае никогда вообще нельзя, значит, там, ни за новых людей, ни за кого, потому что, и там дальше длинный список. Это все, значит, очень нехорошие люди. У меня всегда было... Странные приятели, я, ну, как-то это очень... Не, ну, слушай, радикальные да, настроенные. радикальные пессимисты. Я вообще не разделяю это, но окей, я слушаю тебя. Вот, странно, то есть у меня всегда представление о том, что всегда нужно... Всегда нужно пытаться не стремиться к идеалу, а сделать, чтобы стало чуть-чуть получше. Принимает там, не знаю, власть какой-нибудь закон, который тебе кажется правильным и хорошим. Ты можешь эту власть ненавидеть сколько угодно, ничто не должно тебе мешать сказать: очень хороший закон, молодцы, что приняли. Даже если к самой этой власти ты там, не знаю, ты ее просто красным цветом наливаешься, когда видишь. И то же самое касается Дованкова, новых людей и всего прочего. Опять-таки, по сравнению с другими парламентскими партиями, ну, они намного ближе к тому, что мне кажется правильным для политики страны, для будущего и так дальше. Вот, поэтому никаких проблем, чтобы... Я здесь уже звучу как пропагандист Дованкова и новых людей. Вот. Да нет, ты как-то, смотри, ты просто через позицию про наименьшее зло, я просто изначально саму позицию не совсем разделяю в том плане, что я объясню, что я имею в виду. Я не считаю, что у нас есть какое-то зло, то есть я не считаю, что Дованков наименьшее, потому что я считаю, что просто, ну, у меня другая, как ты понял, позиция. Я не считаю, что есть зло. Зло имею в виду в следующем смысле, да, значит, невозможно, наверное, найти такого политика, который во всем соответствовал бы твоим личным взглядам на будущее страны. Каждый из них будет хотеть чего-то немножечко другого. Я про это зло имею в виду. Да? То есть любой политик, может быть, очень сильно отходит от твоего идеального представления. Да? Его зло очень большое. Может быть, он немного отходит от твоего, значит, идеального представления. Зло маленькое. Но вот каждый из них, ну давай это не злом назовем. Да, значит, сейчас ты раскрыл, это более понятно. Ну и вправду, наверное, нет такого, с кем бы ты был на все 100% согласен. Да. Это понятно. То есть, опять же, есть в такой формулировке это более понятно. Есть альтернативная позиция, да, что, значит, если есть какой-то кандидат, с которым у тебя принципиальное расхождение хотя бы по одному вопросу, то голосовать за него, поддерживать его — это аморально, это неэтично, что то же самое и так дальше. Мне такая позиция никогда не казалась осмысленной. Всегда нужно пытаться маленькими. Вот такой радикализм мне никогда не нравился. То есть... Василий, последняя составляющая нашего интервью. Я уже понял, что сделать с тобой в полной мере диалог токсичным
у меня вряд ли получится. Мгм. Вот, ты такой... Тефлоновый. Ну, не я это сказал, заметьте, Василий, не я это сказал. Не, тефлоновый это очень хорошее, это тефлоновый рейтинг Путина, так что это я себя похвалил. Я, кстати, не слышал вообще это выражение. Да, тефлоновый рейтинг Путина, это появилось выражение в нулевые годы, когда имелось в виду, что какие-то скандалы, они не понижали в конечном счете рейтинг Путина. То есть скандалы отскакивали от него. Видишь, я в нулевые годы я учился в институте, я настолько был от всего этого далек, Да. я даже не в теме. Мы на канале Вестник Кавказа. Пару слов про Кавказ. Во-первых, как ты оцениваешь в целом экономическую ситуацию в Закавказье? Закавказье, да. Это первое. И второе, у нас многих зрителей будет такой резонный вопрос про Азербайджан. Азербайджан на сегодняшний день это такая наиболее динамично развивающаяся в экономическом плане, да, не только в экономическом, республика Закавказье. Твой взгляд на Азербайджан? Ну, смотри, значит, в Азербайджане, да, смогли в 90-е, в нулевые годы сделать большой проект по разработке вот новых месторождений на Каспии. Я даже читал воспоминания одного, по-моему, британского инженера или американского, который в конце 80-х приехал в Баку. И он поразился тем, насколько, ну понятно, вот старые месторождения уже были в основном исчерпаны, туда, значит, новое оборудование не поставлялось, и он просто поразился, насколько там все было старое, устаревшее, вот в конце 80-х, в конце советской власти. При том, что Баку исторически был, понятно, центром нефтедобычи и в Советском Союзе, и в Российской империи до этого. Вот, но опять-таки к концу 80-х эти месторождения старые, да, уже которые, значит, на берегу, они были в основном исчерпаны. Значит, все было на примитивном уровне. Те вот, там, договоры, которые Азербайджан, и, кстати, Казахстан тоже, смогли заключить там, с британскими, с американскими, я уже сейчас не помню подробности, там, кто какие доли, значит, занимает, они очень сильно помогли вот, в 90-е, в нулевые годы обеим этим странам, ну, по две стороны, значит, Каспийского моря. Потому что месторождения очень сложные, и в Каспийском море, и в Казахстане, там в Казахстане просто очень глубоко бурить надо, в общем, долгая история, и это очень сильно им помогло. Вот. Другое дело, что сейчас и эти месторождения тоже понемногу истощаются, и проблема, да, заключается в том, что, ну, в общем, как у любой нефтяной страны, да, проблема в диверсификации экономики. А Азербайджан явно пытается это делать. Ну, то есть это видно, например, там была история. Ой, по-моему, бывший главный инженер Мотор Сича Запорожского, это вот крупнейший производитель вертолетных двигателей, когда-то вообще в мире был крупнейший одно время. То ли нет, по-моему, Антонова, по-моему, главный инженер Антонова, он вместе с командой, значит, еще, по-моему, года 3 или 4 назад, сейчас уже эта история где-то, ну, опять же, нагуглить это все легко, он просто, его переманили в Азербайджан делать свои проекты в авиационной отрасли. Да, то есть, ну, видно, что пытаются из этого, значит, как-то выйти, пытаются диверсифицировать экономику и избавиться вот от этой нефтяной зависимости, при том, что, опять-таки, там, в далекой перспективе нефтяных денег будет становиться, пусть медленно, но меньше. Другое дело, что успешных, по-настоящему успешных примеров вот, диверсификации нефтяных экономик в мире, ну, от совсем нет до очень мало. Вот Мексика, например. Да? Мексика была крупной нефтяной экономикой, в основном экспортировала нефть. Сейчас в Мексике экспорт нефти составляет там, ну, совсем немного. Страна в основном перешла на экспорт промышленных товаров, в первую очередь США. Перешла, диверсифицировалась, но богатой-то она от этого не стала. То есть Мексика остается страной среднеразвитой. Не бедной, далеко не бедной, страны там все неплохо, золотовалютные резервы есть большие, вот, но прямо вот разбогатеть не получилось. Есть пример, конечно, Объединенных Арабских Эмиратов, которые смогли превратиться в такой вот очень важный хаб и финансовый, и торговый, и какой угодно, и понемножечку отъедают долю там у кого угодно, вплоть до Сингапура, вплоть до там Шанхая, вплоть до Лондона и так дальше, ну, собственно, где жил Павел Дуров долгие годы. То есть вот такой пример есть. В Саудовской Аравии, там вот их наследный принц Мухаммед бин Салман, он тоже очень сильно пытается что-то с этим, значит, сделать, тоже, значит, диверсифицировать экономику. Факт в том, что это очень сложно.
То есть, ну вот каких-то таких примеров, когда страна, которая, значит, экспортировала в основном нефть, потом смогла перейти на экспорт высокотехнологичной продукции, Дубай все-таки в основном экспортирует не микрочипы. Да, Дубай это именно все-таки финансовый и торговый центр. Да, А что мешает Баку стать таким? Что мешает Баку стать таким? Ну, как я понимаю, власти Азербайджана очень бы хотели, чтобы такое получилось. Но пока это получилось только у Дубая. Совершенно не факт, что это не может получиться там, у Баку и тому подобное. Вот. То есть, ну, не знаю, те же самые власти Казахстана соседнего, они тоже примерно из этой же, вот все евразийские проекты, тоже сделать Казахстан вот таким центром, да, вот торговых путей, которые будут идти из Китая в Европу. Просто что у Баку больше шансов в силу географического положения. Ну, просто Азербайджан, как я понимаю, все-таки побогаче, там, если посмотреть на подушевой ВВП, надо тоже посмотреть, да. Сейчас тоже не уверен, надо на все смотреть, на данные. Вот, опять-таки, это сложно. Но это пытаются делать, ну явно это пытаются делать. То есть понятное дело, что азербайджанские власти, они понимают, что происходит, и понятное дело, что они не пытаются там просто все проедать здесь и сейчас. Но, конечно, опять-таки задача очень-очень сложная. Получится, не получится, ну тут я. Есть пример Малайзии, в принципе, да, Малайзия. Это шансы неплохие, по крайней мере, по той динамике, которую мы наблюдаем. Ну, я не эксперт совершенно, то есть я глубоко там азербайджанскую экономику не знаю. Знаю, что опять-таки, да, вот пример с там украинскими, да, инженерами, авиаинженерами, которые приезжают в Баку, он, по-моему, довольно показательный. Да, то есть если там, нанимают за хорошие деньги людей создавать что-то в твоей стране такое сложное, технологичное, ну, в авиации все сложное, технологичное, там простого не бывает. Вот, это, наверное, какой-то хороший показатель, какой-то хороший признак. Есть пример Малайзии. Да, Малайзия тоже страна в основном нефтяная, но сейчас Малайзия один из крупнейших в мире производителей микрочипов и кондиционеров. Я когда был в Куала-Лумпуре, там на каждом втором здании эти, значит, рекламы кондиционеров. Ну, понятно, жарко очень. Вот, ну и, значит, вот тоже пример, в принципе, получилось. Почему получилось? Тоже во многом благодаря тому, что Малайзия находится, ну, Малакский пролив, огромный, значит, товарный поток, и тоже... Главная точка сосредоточения, да? Да. И, как считается, такое самое уязвимое место для Китая. Да. Ну вот да, там считают Суэцкие и Панамские каналы, плюс вот, значит, этот самый Малакский пролив еще, как он там, Баб-эль-Мандейский пролив, Ормузский. Вот, да, и у них тоже, в общем, получилось. То есть примеры такого есть. А получится ли это ну, опять же, примеры есть: Арабские Эмираты, Малайзия. У Мексики получилось, ну, не так, как, наверное, хотелось бы. Но Мексика большая страна, ладно, это не такой хороший пример, сколько там населения, как в России, или может даже больше. Мне кажется, поменьше все-таки. Да? Давай посмотрим. Вот, это все-таки, наверное, немножко другая история. Может ли нечто подобное получиться у Азербайджана? Опять же, никаких, ну, запрещений для этого нету. Вполне возможно. Ну, 130 миллионов, ну, почти, да. Чуть поменьше, все-таки, как в России. Вот, ну вот, собственно, все, что могу сказать. Грузия, особенно в свете вот этих экономических реформ, которые сейчас там происходят. Нет, ну, экономические реформы там закончились, собственно, уже давно. В общем, они при Саакашвили были. Ну, это что, смотря считать? То есть, считается, что сейчас там есть определенные, скажем так, изменения. Нет, вот знаешь, качественного характера. Я сразу скажу, как ты уже понимаешь, у меня к Азербайджану, ну, такое очень спокойное, скажем так, отношение. Не буду называть скептическим, спокойное. Все-таки не скепсис. Вот к Грузии и Армении у меня чисто скептическое отношение. Я не верю, что у них что-то может получиться. Почему? Потому что маленькие экономики, вообще во всем мире в последние годы происходит один простой процесс. Все люди переезжают в большие мегаполисы. Это просто так происходит везде. То есть, если ты возьмешь список 100 крупнейших агломераций мира, я не думаю, что ты найдешь среди них там хотя бы одну, в которой население не выросло бы на 10% за последние там 10-15 лет. Ну, может быть, где-то там в Европе не на 10%, может быть, там, не знаю, Нью-Йорк и Сан-Франциско. Ну, Сан-Франциско там, естественно, связано не с экономикой, а с безумной политикой городских властей. Ну, понятно, да. Везде в мире экономическая активность, она концентрируется в больших мегаполисах. У Азербайджана, в принципе, такой мегаполис, ну есть. Баку,
Конечно, это все-таки не Москва, да, это даже, наверное, все-таки не Стамбул, но все-таки это крупный город, где много денег, где много активности и так дальше. А в Грузии и в Армении, если ты посмотришь, происходит примерно то же самое, то есть вся экономическая активность и население, они концентрируются вот в столицах, в Тбилиси и Ереване, но этот Тбилиси и Ереван все равно слишком маленькие для того, чтобы вот в этом грядущем мире от мегаполисов, агломераций играть какую-то существенную роль. А какое будущее в этой связи у Армении, у которой здесь еще к тому же и политические проблемы? Ну да, Армения, к тому же, проблема заключается в том, что со всех сторон изолирована, да, то есть, ну, почти со всех сторон. Пытается стать максимально зависимой от Франции, что, мне кажется, крайне плохой шаг, Ну, недальновидный. я уж не буду на этот счет говорить, да, это довольно странная история. Вот, ну, просто, понимаешь, для того, чтобы экономика росла, нужны какие-то точки роста. Да, вот такое заезженное название, да, то есть у тебя должна быть какая-то отрасль, у которой хорошие перспективы, и она тянет за собой другие. Какие точки роста можно предложить ну ладно, в Грузии, хорошо, Грузию берем, в Армении. У них на самом деле есть в Армении IT-сектор, который еще до массового приезда, значит, москвичей, ну, в общем, более-менее, да, работал там, в общем, айтишка. Но, опять же, да, просто предположить, что Армения станет там IT-столицей, не знаю, Переднего Востока, ну это, по-моему, довольно странно. Маловероятно. Да, маловероятно. Василий, спасибо за беседу. В полной мере токсичной ее сделать не получилось. Я смог да, отразить. ты оказался таким тефлоновым ватадмином, да, перефразируя Ну, тебя. ватным, собственно, ватный, да, у меня все в вату ушло. Спасибо, что пришел к нам.